Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю с 17 по 23 августа. Давайте посмотрим, что вам готовит предстоящая неделя, какие карты вам, простите, сейчас выпадут слишком много карт, поэтому я не буду пока доставать. Пусть они хоть и торопятся, но в своем порядке, в своей очереди, соответственно, выпадают. Итак, весы, неделя с 17 по 23 августа. Что вас ожидает? Пока я перетасовываю колоду, я напоминаю, что у вас есть возможность оставить сообщение под этим видео, оставить лайк, если видео вам нравится. Также подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Буду очень и очень вам в этом действии признательна. Можете поделиться этим раскладом также с кем-нибудь из знакомых весов, если вы считаете, что им это видео подходит. Возможно, оно также им окажется чем-то интересно или полезно. Итак, весы, давайте посмотрим, что же у вас получится с понедельника по воскресенье. На каждый день недели по одной карте достаем сначала, соответственно, из основной колоды, затем из колоды дополнительной. И смотрим, что у нас получится, в каких комбинациях. Итак, весы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, карта пятерка мечей, которая здесь называется поражение, но вы, скорее всего, боитесь проигрыша в каком-то вопросе, боитесь оказаться трусом, неудачником и проигравшей стороной, поэтому вы хотите как будто бы победить любой ценой. Стараетесь здесь любым способом выйти победителем, стараетесь здесь не сталкиваться с какой-то неудачей или позором, насколько это возможно по этой карте, да, то есть использовать для этого любые способы, любые методы. Но давайте посмотрим, почему здесь выпала эта пятерка мечей у весов. Здесь же есть пятерка жезлов, борьба, желание бороться, желание преодолевать какие-то препятствия, справляться с испытаниями, возможно, с какими-то спорными ситуациями или с какой-то сложной задачей, но вы настроены оптимистично, победно. Здесь карта в желтом таком цвете выполнена, то есть, по крайней мере, вы верите в то, что любой ценой вы с этой ситуацией справитесь. Карта шута, карта дурака или нулевого аркана у вас выпадает на вторник, показывает такого человека, который шагает чуть ли не в пропасть с этим платочком, узелочек завязанный, да, с этой котомкой за плечами. То есть готовность начать что-то новое, готовность шагать в неизвестное, готовность рискнуть, если в этом будет необходимость. У кого-то, возможно, даже какая-то поездка, когда вы собрали вещи и куда-то поехали, может быть, даже спонтанно решили куда-то отправиться в поездку. Поэтому карта шута. Нужно быть осторожнее от каких-то необдуманных действий, потому что они могут иметь не совсем хорошие последствия, они могут быть не совсем обдуманные и, знаете, как будто бы немножечко глупы какие-то решения, поэтому нужно быть осторожнее. Но давайте посмотрим, что еще здесь может быть у весов во вторник. Почему эта карта выпадает? Выпадает десятка пентаклей. То есть может быть поездка кого-то из родственников, кто-то куда-то уезжает, поэтому десятка пентаклей. Также здесь необходимость быть мудрее и не поступать опрометчиво или рискованно в каких-то вопросах, особенно если они касаются денег, если они касаются финансовой стабильности или финансов вашей семьи или каких-то вопросах вашего дома по карте десятка пентаклей. Здесь у кого-то может быть переезд на другую квартиру, к примеру, или дом арендуемый, допустим. Возможно, поэтому десятка пентаклей. Но в целом нужно быть осторожнее, чтобы не совершить каких-то глупых, поспешных, возможно, легкомысленных поступков. Карта четверка пентаклей, карта, знаете, как будто бы человека, который ценит то, что имеет. Необходимо ценить то, что у вас есть, как материальное, так и нематериальное. То есть вот здесь пентакли изображены, то есть монеты, но также нужно ценить не только деньги, но и здоровье, может быть, ваши силы, вашу энергию, любые ваши ресурсы,
ресурсы. И это то, что вы здесь делаете, потому что это дает вам ощущение стабильности, какого-то чувства власти, собственно, по 4 пентаклей. Также вы можете здесь получать какие-то деньги, возможно, ценить то, что вам это приходят, эти ресурсы в этот день. Но тут же 4 мечей говорит о какой-то необходимости приостановиться и сделать паузу, особенно если дело касается финансов, то есть не тратить, возможно, какие-то деньги зря, постараться больше относиться вот так вот скуповато, скажем, да, к своим ресурсам, экономить силы, может быть, просто отдохнуть, может быть, 4 мечей здесь говорит о вынужденной паузе, когда вы просто ляжете на диване, побудете дома, отдохнете. То есть экономить ресурсы — это не только деньги, это и силы, и здоровье, да, то есть свои чувства тоже, то есть не растранжирить их. Следующая карта — карта Королева жезлов, огненная стихия, и, возможно, общение с огненным знаком. Лев, Овен, Стрелец здесь по Королеве жезлов. Может быть, и вы проявляете эту энергию. Королева жезлов, она очень такая целеустремленная, трудолюбивая, очень активная. Вместе с 2 жезлов вы можете проявлять активный интерес в каких-то важных для вас делах, в которых хотите добиться успеха. Вы здесь можете по этой 2 жезлов интересоваться чем-то, что происходит, может быть, в жизни такого огненного знака. Это Лев, Овен, Стрелец. То есть что-то вызывает у вас явный интерес здесь. Карта Рыцаря мечей — это карта вашего воздушного знака. Говорит о вас, либо другом воздушном знаке, Водолеи, Близнецы, может быть, Весы, как вы. Но здесь в любом случае очень много энергии такого вот активного, целенаправленного действия, когда вы мало ждете, да, то есть вы очень импульсивны, можете быть очень порывисты, очень быстро можете переходить на гнев, если что-то не получается по этой карте Рыцаря мечей, но в целом очень упорны в каком-то вопросе и готовы добиваться своего, открывать какие-то закрытые двери, отстаивать свои позиции, свою точку зрения, даже если с вами не согласны окружающие. То есть здесь прям такая целеустремленность, потому что по тузу кубков вы верите в то, что вы делаете. Возможно, вы по тузу кубков видите в этом какое-то большое начало важное или что-то очень эмоциональное для вас. И 3 кубков, которая есть у вас в субботу, карта изобилия здесь и успеха как такового вместе с 3 кубков показывает, что вы... Кстати, я даже не знаю, здесь, может быть, что-то отмечаете. Возможно, здесь речь идет о том, что вы здесь празднуете какие-то свои успехи, делитесь этими результатами с окружением вашим, с вашими близкими или друзьями. А может быть, вас приглашают на какие-то праздники, вечеринки здесь. И тут же карта Императора. Может быть, вы чувствуете свою власть и влияние, ощущение, что вы управляете своей жизнью, вы какую-то стратегию в своей жизни выстраиваете, либо общаетесь с таким человеком. Здесь Император, мужская очень фигура. Может быть, карта Овна, может быть, просто такого очень влиятельного, важного, статусного какого-то, да, человека, поэтому карта Император, то есть кто-то, кто как будто бы чувствует свое превосходство, кто лидер по натуре, очень амбициозный, авторитетный. Карта Туза Пентаклей — это карта новых начинаний, возможно, каких-то успешных, которые могут иметь хорошие последствия, особенно финансовые, какие-то материальные, практичные. Но и также туз Пентаклей — это в целом ощущение, что я человек процветающий, независимый, удачливый, потому что своим трудом заработал вот эти деньги. За вас это могут хвалить, допустим, окружающие вас люди, за ваши достижения, за какие-то личные достижения, успехи, которые вы здесь получили. Поэтому и туз Пентаклей могут приходить какие-то деньги, можете их получать здесь или принимать какие-то решения, касающиеся финансов. Но тут же 9 кубков, счастье, happiness, возможность здесь почувствовать достаток и благополучие денег, возможность почувствовать какие-то излишества, которые вам дают эти деньги, возможность чем-то себя порадовать или что-то себе такое купить здесь, устроить праздник такой, праздник души. Может быть, какой-то праздник, на который вас приглашают, и снова-таки вы можете здесь нечто отмечать вместе с другими людьми, поэтому здесь и карта 3 кубков в субботу выпадает. Дни могут несколько смешиваться или меняться местами, потому что это общий таро-прогноз, поэтому, возможно, здесь вот просто общая энергия выходных очень такая оптимистичная. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов, я завершаю. Желаю всем всего самого наилучшего, берегите себя. До скорого!